А в этом выпуске. После того, как мы отметили Дашин день рождения, Люба устроила нам прогулку по старинному району города, где мы побывали в необычных двориках, в самом первом доме с водопроводом, увидели самый узкий дом и восхитились атмосферой старого Буэнос-Айреса. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Так, ребят, на сегодня особенный день. Сегодня у Дашули день рождения. Вот, с самого утра готовлю вкусный завтрак. Днем мы едем к Ане с Ваней купаться в бассейн, жарить стейки. Вот, в общем, готовимся вовсю. Я занимаюсь приготовлением всей еды, чтобы Дашу вообще максимально освободить. А Дашуля принимает поздравления от друзей и близких, которых оказалось на самом деле немало, и все очень внимательные. Короче, отличный день намечается. Подготовили немножко салатиков, будем делать бургеры. Салатик будет «Цезарь». Вот, я уже сделал курочку в су-виде и чуть-чуть обжарил, чтобы было прям вообще идеально. Вот, потом, значит, это сухарики для «Цезаря» будут. Вот, с оливковым маслом и с итальянскими травами. Там в духовке чуть-чуть подсушил. Все, осталось купить овощи. И, в принципе, все. Ну еще свиные ребра барбекю будут. К ним надо маринад сделать вкуснейший. Все, в общем, готовимся, собираемся, и надо уже ехать скорее. Мне в Батуми прислали. Сейчас там еще один прикинь. Обалдеть. Еще один? Да, сейчас это приду. Офигеть, спасибо, ребята! Вообще неожиданно. Классно. Спасибо. Спасибо. А это ты лучший. Спасибо, моя дорогая. Тебя люблю. Спасибо. Так, ну что, гости в сборе. Мы тогда не будем все затягивать. Первым делом, конечно, купаться, а потом уже все готовить и сидеть. Девочки тут уже занимаются кулинарией, но, правда, их кухня молочная. Сейчас вон Коля составит мне компанию и пойдем в воду. Фу, мы купнулись. Хорошо, конечно, вот что-то не так сильно жарко, как хотелось бы. Вот, мы просто в тени еще. Вот. Но в целом освежились. Ого! Так? Еще резиночки, чтобы вот, говорят, что это круто, не знаю, я ими не занимался. Спасибо. Вот. Да. Офигенно, спасибо огромное. Днем рождения. Упражнение. Спасибо. Ой, класс. Ну давайте еще тогда что-то. Давайте. Мы не возражаем. Анюта, привет! Ты вот так привет, так стоять, а еще какой тут есть. А ешь А у тебя сейчас вообще сравнение. Вообще, привет! Привет! С днем рождения поздравляю твою жену. А я тебя с ребенком. Спасибо. Привет. Такая нарядная и красивая. Это, конечно же, понимаешь, как это, знаешь, это вообще просто... Ты на Цезарь чуть-чуть успела. Если вы уже даже Цезарь слепили, господи, вообще даже... Вообще, ну, знаешь, как вот там песни, подожди, несем людям счастье, праздника, вот это вот. Вот. Сразу праздник. Сразу праздник. Слушай, боюсь, о стул удариться, чтобы... Сейчас, подожди, нижний брейк, подожди, знаешь... Подожди, Люба, не разгоняйся. Может быть, знаешь, это... Цезаря? Цезаря? Я согласна. Так, ну что, у нас уже прошли закусочки первоначальные, дальше салат «Цезарь», потом бургеры,
теперь ребра подоспели. И пока мы сейчас едим ребра, загружаем жарить стейки. Основное блюдо. Only positivity to this party, don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca, just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna. Давай какой-нибудь. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we here chillin' in paradise. Sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Горячо. Горячо. Ну, вкусно? А горячее вторым не бывает. Ой, нет, 100%. Добрый вечер. Ваше здоровье. Высоко-высоко в горах Так. родилась однажды гордая, красивая, просто восхитительная орлица, у которой сегодня, конечно, день рождения. У-у-у! Дорогая Даша, я очень рада, что познакомилась с тобой. И с тобой, слушай. Но это не точно. Кинула курочку. Хоть что-то Ты осталось. добрая, чудесная, красивая, умная, ласковая. В тебе столько любви и столько огня. Вы это не слышали, слышно? Ну, так и есть реально. Вот, да, и огня-то, конечно, мы это знаем, Новый год ты все помним, да? Вот, я желаю тебе, конечно же, не растерять эти качества, потому что мир у нас жестокий, вот. И, конечно, я считаю, что пусть это всегда будет в тебе, пусть мир улыбается тебе во все свои там зубы, светит тебе яркими лучами, солнцем, конечно же, звон вот это вот монет, миллиардов и на-на-на, и, конечно, любовь, счастье, чтобы здоровье было всегда рядом, и, конечно же, любимый мужчина. И теперь еще такая кружечка, картошечка рядышком. Вот, с днем рождения! Спасибо большое. Спасибо. Ну, а продолжилось все ночным купанием в бассейне и тортом в финале вечера. Как тебе, Дашуль, понравилось? Да, очень понравилось. Хорошо. Всё. Спасибо мужу. Пожалуйста. Я рад. Ну, а сегодня мы вышли погулять вечерком. Днем было очень жарко, сейчас вот вечером на улице 28. И, в принципе, уже прям хорошо. Тенечек, все здорово. В тени 28. Вот, мы вышли погулять, и у дочки новый наряд, который ребята из Батуми подарили. Это вообще, конечно, шикарно. Сразу видно фирменный стиль. Сегодня, наконец-то, мы пошли на долгожданную экскурсию с Любой. Мы собирались, наверное, 2 с лишним месяца. Люба позвала нас в красивый, интересный район с большой историей. Называется он Сан-Тельмо. И мы хотели пойти именно с ней, потому что хотелось не только посмотреть на этот район, но и послушать интересные истории. А их у Любы полно. Короче говоря, сейчас встречаемся и идем исследовать шикарное новое место. Примерно 1500 людей с собой везет, которые, естественно, плывут осваивать Буэнос-Айрес вместе с прекрасными скакунами, с лошадьми. И они приезжают сюда, здесь находится поселение индейцев, ничего особо нет, ну, то есть... По национальности. Ой, да, кстати, хороший вопрос. Он испанец, и причем он имеет отношение к королевской семье, он родственник жены секретаря императора, вот, он участвовал в нападении на Рим, в попытке разграбить Рим, вот, то есть это не просто человек, который такой, а поплыву-ка я, вот, и нет, это человек, который славился уже какими-то своими походами, и вот он приехал открывать земли Латинской Америки. Почему? Почему он вообще поехал в Новый Свет? Почему? А потому что как бы началась у нас эра, как эта эра называется, которая сейчас вот, когда переход от сельского хозяйства к промышленному. Ну, в общем, когда... Модернизация. Ну вот, да, типа как бы от одной эры переходит к другой, потому что не хватает ресурсов, соответственно, не хватает знаний, и люди начинают путешествовать в поисках новых ресурсов, новых земель, новых людей, рабов, в конце концов, и вот, соответственно, они приплывают в Латинскую Америку. Не, ну вот сразу видно, человек готовился к нашей встрече, читал информацию, шляпу надел, в конце концов,
Поэтому, да, это прям хорошая организованная экскурсия. Мы идем каким-то уже маршрутом, который, видимо, Люба придумала нам. Не просто гуляем. Вот, ну, прям вообще надо будет чаевые ей оставить. Ну или суповые. Вот, в общем, что-нибудь придумаем. Ну, это наша русская православная церковь. Вот, пожалуйста, то есть, которая, если честно, ни разу не была внутрь, потому что туда нужно приходить, записываться или, не знаю, там, смотреть расписание. Она всегда... Слушай, ну там она всегда закрыта. Можно, да, можно, да. И вот это наша православная церковь. Вырос в Самаре. Это вот наша, ну, соответственно, синие купола говорят о том, что это церковь Богородицы. То есть все, что вот с синими куполами, это церковь Богородицы. Русские работают, и Рождество, Пасха, здесь, естественно, проходят все собрания, да, к этому относящиеся. А прямо за мной красивый музей, сделанный из пожарной части. Вот так вот его переформатировали. Сейчас это большое культурное бесплатное пространство. Мы обязательно туда сходим, но попозже. Те, кто приехал в Буэнос-Айрес, да, то есть там основали уже после второго основания Буэнос-Айреса, здесь были испанцы, испанская колония, соответственно, они жили здесь. Но я вот боюсь ошибиться, но, по-моему, это был тиф. В общем, в городе наступила болезнь, эпидемия, наступил тиф, и люди начали покидать в сторону севера. То есть они поехали вот туда, в сторону Бельграна и так далее. Будьте здоровы, конечно. Вот. И, значит, люди начали уезжать, а сюда начали приезжать другие, естественно, иммигранты, которые приплывали на кораблях, их никуда не выпускали, поэтому они вынуждены были оставаться вот в этой части города. И вот такие дома, которые, вот я не знаю насчет этого, но тот, куда мы идем, принадлежал одной зажиточной семье, их стали делать многоквартирными. Как правило, здесь было очень много квартир, порядка 50, с 2-3 ваннами максимум. Мы зашли в какой-то потрясающий красивый дворик. Здесь с улицы выглядит дом очень узким и на 2 высоких этажа. Но на самом деле дом уходит вглубь, и очень большой двор, в котором есть галереи, есть кафе. И это все на нескольких уровнях. При этом с очень потрясающей архитектурой. Очень красиво. Очень красиво. Прогуливаясь по Сан-Тельмо, мы случайно забрели в антикварную лавку. Ваше здоровье. Это аперольный бокал. Это для меня просто... Ну вот, мы пришли в музей. Вход сюда стоит 15 тысяч за одного, если у вас нет никакой резиденции. У нас есть теперь уже вид на жительство, прекария называется. У нас получилось не 15 за человека, а 7. Это дом, который принадлежал одной частной семье, зажиточной, одного из основателей Буэнос-Айреса. 100%. Вот этот дом, то есть вот остальные там они какие-то были реконструированы и так далее, а этот был построен, но вот, как я рассказывала уже, во время тифа жители покинули, да, город, и здесь все вот эти комнаты сделали, этот дом сделали многоквартирным, и здесь жили иммигранты, и здесь было всего 2 туалета. 2. То есть, представляете, здесь, по-моему, было 36 квартир, и всего 2 туалета.
туалеты и, ну, то есть ванная и туалет 2. То есть и они вот как-то это все жили. И в этом доме, что самое интересное, была первая канализация и первый водопровод. То есть Рио-ла-Плата выходила из берегов, все плавало вокруг, и вот люди, которые, я не помню, там, то есть дом очень древний, но то есть вот первые жители там ничего не сделали, какие-то из уже семьи, которая здесь жила, они сделали здесь водопровод. Вот. И мы спустимся на 3 этажа вниз, где находится прям водопровод, цистерна, где была вода. То есть мы будем идти по месту, куда спускалась вода, и она очищалась, ее можно было пить. И, то есть это была вот первая система в городе. Вот. Самое интересное, что этот дом, вот когда жили с Тифом, значит, потом начали возвращаться уже в 1940-м они начали возвращаться, то есть уже в такие современные годы, обратно в этот дом. И значит, Сити, Ола, вот, и, значит, начали возвращаться в этот дом, но за 20 лет они его в такое состояние привели, и один прекрасный мужчина, я не помню, как его звали, он приехал, увидел этот дом и выкупил его, и начал реставрировать, и каково было его удивление, когда он нашел всю эту подземную систему, и он ее на протяжении 36 лет или там 40 лет восстановил. Вот, кстати, вот эта карта, смотрите, вот здесь фамилии, кому принадлежали дома в округе. То есть вот где-то тут наш, я не помню, где он тут, ну, в общем, где-то тут наш, но это вот, видите, по фамилиям, где кому что принадлежало. Вот. Да. Ну, пойдемте дальше за нашим реальным гидом. Можно посмотреть, вот, пожалуйста, это вот как колодец. Это вот для воды, то есть ты воду оттуда достаешь. То есть это не канализация, это водопровод. Да, это пить. Это именно питьевая вода, то есть это вот. Ну, кстати говоря, в этом музее несколько этажей, и с коляской не очень удобно по ним передвигаться, но оказалось, что здесь есть лифт. Несмотря на то, что это самое первое здание в Буэнос-Айресе, тут есть лифт, и нас спустили на -1 этаж, но есть еще дальше следующие уровни, так что мы дальше передвигаемся на лифте. Pero si también vemos esta pintura, vemos que falta algo. В Грузии это помещение использовали бы для винного погреба. А сейчас это бесполезная трата площади. Вот. Грузины бы порешали этот вопрос. И заработали бы еще на это. Моя девочка. Ну, честно говоря, такое. Ну, то есть, да, 2 уровня этажей, кирпич, но очень реставрированное. Ну, короче, вот эти истории, их можно как бы почитать. А так, чтобы именно что-то еще увидеть там, ну, такое. В общем, я бы, наверное, так уж прям не рекомендовал это место. Есть места и поинтересней. Вот, но, по крайней мере, мы теперь об этом знаем. А продолжили мы нашу экскурсию по маршруту через дом, самый узкий в Буэнос-Айресе. Он всего 2 метра. Мне кажется, чуть больше, но примерно. Самый узкий дом в городе. А здесь самый старый рынок. Самый старый. Ну, а завершили мы нашу экскурсию на рынке Сан-Тельмо. Это оказался гастрономический рынок. Ну, правда, при входе продаются всякие безделушки, а дальше гастрорынок. Но мы там не остались, потому что там не очень удобно будет с ребенком, с коляской. Там узкие коридорчики, вот, и высокие стулья барные, поэтому не очень удобно будет. Выбрали кафе
буквально в 2 квадрах. Идем туда. I've been chasing you like the tail of a dog. I don't get no sleep when we kiss in the dark like we do. I just love the way it feels. Yeah, I know it's bad, but I can't resist. When I look in your eyes, I don't know what is real. All I know is that I could go anywhere, anywhere, as long as you're with me. Oh, I'm drunk and I know it, but I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Yeah, 'cause no one knows if we're just jumping out the window, try to cling on to it. You got me holding on to something I know I can't burn me down. But Ну, в общем, не получилось у нас пообедать или поужинать в кафе. Одно было закрыто и открывается только в 7 вечера или в 7:30. То есть мы пришли в 5:30 и кафе закрыто. Вот. В другом кафе очередь какая-то огромная была. В итоге мы купили эмпанады. Это как пирожки с разными начинками. Вот мы взяли с мясом, с курицей, с зеленью, грибами, с сыром. В общем, сели на лавочку с лимонадиком, шикарно перекусили. В общем, все. На сегодня мы прям очень нагулялись, встали, идем домой.